Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой потрясающий букетик. Все эти цветочки вяжутся очень просто и достаточно быстро. Главный секрет красивого букета в правильном подборе цветов пряжи для цветочков. То есть подбирайте максимально натуральные цветы для каждого вида цветочка. Возможно, кому-то покажется, что не все цветы сочетаются здесь в одном букете, а возможно так и есть, просто я вам хотела показать максимально большое количество цветов разных видов. Не обязательно собирать все эти виды цветов в одном букете. Например, можно связать минималистичный букетик, который состоит только из тюльпанов. Посмотрите, какие классные примеры. Можно связать их однотонными в разных тонах. Очень здорово получается. Либо букетики из вот таких вот цветочков. Это либо незабудки, либо гортензия. Тоже очень классно, нежно смотрится. Для большинства цветов в своем букете я использовала вот такую флористическую проволоку. Я ее покупала в Леонардо. Вот ее параметры. 1,2 мм толщина, 40 см длина. Если у вас нет возможности купить именно флористическую проволоку, ничего страшного. Можно купить в самом обычном магазине, там, где продаются электрические провода. Взять вот такую проволоку, которая хорошо держит форму, которая сложно гнется. Также на протяжении всего видео я использую вот такую тоненькую пластичную проволоку. Она очень мягкая, хорошо гнется. У меня, к сожалению, не сохранилось никаких параметров по этой проволоке. Ее можно найти также в Леонардо, либо в рукодельных магазинах на Валберес Озон. Самое главное, чтобы она была вот такая мягкая. Во всем букете я использовала для зелени Ярнар Джинс Бамбу, цвет 138. А единственное, что могу сказать по расходу, ушло у меня на весь этот большой букет больше 2 мотков. Потому что у нас там много и зелени в виде листочков, и обмотка стебля. Какие конкретно цвета я использовала для каждого конкретного цветочка, я буду подписывать в начале каждого видео с новым видом цветочка. При желании в букетик можно добавить хлопок, вот таких вот божьих коровок. Вяжем тюльпан, он состоит из 3 лепестков поменьше, 3 лепестков побольше и листочки. Для того, чтобы лепестки хорошо держали форму, чтобы можно было их гнуть так, как нам нужно, в процессе вязания мы будем ввязывать вот такую тонкую мягкую проволоку. Вяжем маленький лепесток, делаем закрепительную петельку. Набираем 13 воздушных петель. Провязываем столбик без накида во вторую петельку от крючка. Вот она, первая петля, вторая, за заднюю стеночку косички. Продеваем крючок, вытаскиваем нить, провязываем столбик без накида. Эту первую петельку можно отметить, просто чтобы ориентироваться, что это у нас начало ряда. Далее в следующую свободную петельку провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид, продеваем крючок за заднюю стеночку, вытаскиваем нить. И провязываем через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Далее в ряд мы провязываем 7 столбиков с одним накидом. Делаем накид, провязываем следующую свободную петельку, через 2 петли, первый столбик, накид, через 2, второй. И так провязываем всего 7 столбиков с накидом. В конце у нас осталось 3 петельки. В первую свободную провязываем полустолбик с накидом. В следующую свободную столбик без накида. И вот в эту, в самую последнюю, провязываем 3 столбика без накида в одну петельку. Первый. Сюда же. Второй. Вот этот хвостик туда назад спрячьте. И сюда же в эту же петельку. 3 столбик без накида. Чтобы не считать петельки в следующем ряду, среднюю из этих 3 можно пометить маркером. По обратной стороне вяжем абсолютно зеркально, как по первой стороне. В первую петельку, то есть вот за одну дужку, которая осталась, провязываем столбик без накида. Следующая петелька полустолбик с накидом. Далее в ряд одинарных 7 столбиков с одним накидом. Далее провязываем полустолбик с накидом в следующую свободную. И в следующую свободную провязываем столбик без накида, вот в самую последнюю петельку. Вот, смотрите, вот такая вытянутая как бы чуть-чуть петелька до петли, отмеченной маркером, в нее можно провязать соединительный столбик. Берем вот такую проволоку, отрезаем ее с запасом, чтобы нам было удобно. Я примерно сантиметров 30 отрезаю. И сейчас будем ее ввязывать. Берем нашу заготовку, и сейчас в этом ряду мы будем просто провязывать в каждую образовавшуюся петельку просто столбики без накида. Вот в первую петельку
отмеченную маркером продеваем крючок, вытаскиваем нить и смотрите, как мы прокладываем проволоку. Вот здесь вы ее должны положить, чтобы сейчас, когда мы провяжем столбик без накида, проволока оказалась внутри. Вот таким образом. И заканчиваем столбик. Вот здесь кончик оставьте побольше, чтобы он туда не ускользнул. И держим проволоку вот по этому краю. Далее, смотрите, следующая свободная петелька. Продеваем крючок, вытаскиваем нить. Видите, проволока уже прям вот внутри. И провязываем столбик без накида. Следующая. Просто провязываем столбики без накида в каждую петельку, доходим до маркера сверху. В петельку, отмеченную маркером, мы провяжем 3 столбика без накида, чтобы у нас сохранилась вот эта макушка, острый кончик. Смотрите, здесь наверху можно так сложить проволоку, то есть повторить форму лепесточка, чтобы и нам было удобнее держать эту проволоку. Вот провязываем в нее, в петельку, первый столбик, сюда же второй и сюда же третий. Во второй стороне делаем все то же самое, просто в каждую петельку столбик без накида, проволока лежит как бы у нас внутри вязания. Вот здесь провязываем в петельку, которая у нас прям вот посередине. Точно так же захватываем проволоку. И как заканчиваем, смотрите, здесь можно вот таким образом согнуть проволоку, чтобы она не мешала ниточку, перемещаем сюда вперед. И вот в следующую петельку продеваем крючок. Вытаскиваем рабочую нить, 2 петельки на крючке. И рабочую нить вот сюда назад уводим как бы слева, а крючок мы сейчас заводим за проволоку справа. И вот там как бы сзади захватываем нить и проводим через 2 петельки на крючке. То есть как бы у нас вязание останется там сзади. Ниточку отрезаем чуть-чуть запасом. Хвостик вытаскиваем. Смотрите, лепесточек получился. Расправляем, чтобы у нас был красивый ровный овал. Здесь вот этот хвостик можно обрезать. И как мы закрепляем здесь ниточку, смотрите, нам нужно обмотать вот эти 2 проволоки несколько раз. Много не нужно, буквально 4-5 раз. И вот этот вот хвостик нужно поместить между вот этих 2 проволочек. И закрепляем вот таким образом проволоки, чтобы ниточка не убежала никуда. Сильно короткими не оставляйте здесь кончики проволоки. Чем длиннее, тем удобнее нам потом будет это все соединять в один цветок. Можно придать форму. Хорошо держит форму любую. Вот естественную форму. Так, задаем. Все, у нас маленький лепесток готов. Большой лепесток вяжем абсолютно идентично, просто на воздушную цепочку вместо 13 воздушных петель, как в первом случае, мы сейчас набираем 15 воздушных петель. Набираем воздушную цепочку. Со второй петельки от крючка сначала провязываем столбик без накида, в следующую петельку полустолбик с накидом. И здесь сейчас будет одинарных 9 столбиков с одним накидом. В первом лепестке было 7, здесь 9, на 2 побольше. Провязываем полустолбик с накидом, в следующую столбик без накида, в самую последнюю 3 столбика без накида. Далее по обратной стороне в первую петельку столбик без накида, в следующую полустолбик с накидом, далее в ряд одинарных 9 столбиков с накидом, в следующую петлю провязываем полустолбик с накидом и в последнюю столбик без накида. Вот в эту петельку такая она как бы вытянутая, соединительный столбик. И сейчас делаем то же самое, берем проволоку и делаем обвязку просто столбиками без накида в каждую петельку. То есть все то же самое, как в первом лепесточке. Вяжем листики, принцип точно такой же, с проволокой. Сейчас набираем 31 воздушную петлю. Продеваем крючок во вторую петельку от крючка за заднюю стеночку, провязываем столбик без накида и тут же продеваем нашу проволоку, прокладываем. Провязываем первый столбик без накида, далее в следующая свободная петля за заднюю стеночку второй столбик без накида, следующая петля, третий столбик без накида. Далее подряд провязываем 3 полустолбика с накидом, делаем накид, следующая свободная петелька провязываем, делаем накид, второй полустолбик с накидом, накид, следующая петелька, третий полустолбик с накидом. Далее в ряд провязываем 18 столбиков с одним накидом. Провязываем первый столбик с одним накидом, накид, второй.
В конце у нас осталось 5 свободных петелек. Провязываем 3 полустолбика с накидом. Первая петелька, первый полустолбик, накид, следующая петля, второй, накид, следующая петля, третий. Далее провязываем 2 столбика без накида, одинарных, первый, второй. И в последнюю петельку, которая осталась, провязываем 3 столбика без накида. Далее по обратной стороне вяжем аналогично, как и в первой стороне. Сейчас провязываем 2 столбика без накида, вот в первую петельку за заднюю стеночку. Первый столбик без накида, следующая петля, второй. Далее 3 одинарных полустолбика с накидом. Далее 18 одинарных столбиков с одним накидом. Провязываем 3 полустолбика с накидом. И осталось 3 петельки, провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Делаем соединительную петельку вот в эту вытянутую последнюю петлю. Далее ниточку на себя. То есть делаем все то же самое, как и в лепестках. Вот в эту первую петельку проводим крючок за обе стеночки, вытаскиваем нить. Теперь нить рабочую назад уводим, крючок с петлями, справа тоже назад и продеваем через 2 петли на крючке. Подтягиваем, чтобы у нас все выровнялось. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем и закрепляем точно так же. Делаем несколько раз вот таким образом. Нить уводим между проволок и закрепляем проволочки. Здесь хвостик обрезаем. Вот эта часть, где у нас был хвостик, будет как бы внутренней стороной. То есть вот здесь будет стебель, вот таким образом вниз он будет смотреть. Все готово, сейчас будем делать сборку. Смотрите, что нам сейчас понадобится. Вот такие тычинки. Они продаются в Леонардо, еще в каких-то магазинах, там, где все для искусственных цветов. Вот таким образом они выглядят. Их бывает огромное количество, разные виды, разных расцветок. Прям такие они все классные. И я для своего тюльпана беру 5 вот таких тычинок, складываю их ровно пополам. И в серединку продеваю маленький отрезок проволоки. Складываю пополам. И здесь прям у самого основания, близко к тычинкам, нужно ее вот так закрутить, чтобы тычинки хорошо держали форму, смотрели наверх, чтобы не падали. Получилось. Если они у вас сильно вот так расправляются, здесь можно вот так завязать обычной ниточкой просто на 2 узелочка. Видите, если у вас нет таких тычинок, если не хотите покупать, в принципе, у нас такие они закрытые тюльпанчики. Если вы не планируете делать вот так их раскрытыми, чтобы было вот это, да, видна вся красота. А если они у вас будут закрытые, просто пропустите этот шаг. Либо что можно сделать из обычной пряжи, нарезать небольшими отрезками, накрахмалить ее, либо промазать клеем, чтобы она хорошо держала форму, и сделать вот то же самое. В принципе, хороший вариант получится. Берем проволоку, которая у нас впоследствии будет стеблем. Итак, берем наши тычинки, прикладываем к проволоке таким образом. Берем цвет нашей зелени, обмотаем пару раз, закрепим наши тычинки к стеблю. Здесь, если хотите, можно капельку клея сделать, чтобы было удобно. И все, начинаем прикладывать наши лепесточки. Уже придайте нужную форму, потому что потом это будет не очень удобно делать. Все, и прикладываем вот таким образом. Сначала один лепесток, обмотаем пару раз, очень плотно вот так обматывайте, чтобы это все хорошо держалось. Также направляйте, чтобы в правильную сторону смотрел лепесток. Далее ставим рядом следующий маленький лепесток, обмотаем пару раз. Так, подвигайте друг к другу и прикладываем третий лепесток. Затягиваем. Все, и далее вот к вот этим прорезям прокладываем наши большие лепесточки. Вот таким образом. Все прям как в настоящем цветочке. Обмотали разок. С этой стороны. Обмотали разок. И прикладываем последний лепесток. Здесь можно уже начать обматывать наш стебель. Смотрите, когда будете делать обмотку, прям плотно друг к другу делайте обмотку, чтобы здесь не было просветов светлой пряжи, проволоки. Вот прям, чтобы плотненько-плотненько все было. Можно вот эти все кончики сейчас обрезать, чтобы они не придавали толщину нашему стеблю.
Проволоку, в принципе, тоже можно повредить. Можно часть оставить. И в каком месте хотите, в таком месте начинаете прикладывать листики. Прикладываем к стеблю. Точно так же прокручиваем пряжей наш стебель вместе с листиком. И прикладываем через какое-то время следующий листик. И делайте вот эту обмотку пряжей по всему стеблю до конца проволоки, либо до того места, где вы хотите, чтобы была общая длина вашего тюльпанчика. Здесь в конце пряжи просто капелька клея любого, либо горячий пистолет, лишь бы вот она закрепилась. И вот так доделываем до конца. Когда все сделали, можно придать форму листикам, лепесточкам. Если вы сделали такие прикольные тычинки, можно сделать его вот так чуть-чуть раскрытым, цветочек, чтобы прям было красиво. Поправляем все лепесточки. Все, смотрите, какая красота получилась. Если вы будете делать просто букет, состоящий только из тюльпанов, не обязательно делать каждый цветочек с листиками. Если вы, к примеру, сделаете какой-то большой букет, те, которые внутри цветочки, можно сделать просто вот с такими стеблями голыми. Те цветочки, которые снаружи, их можно сделать все с листиками. Далее свяжем вот такие цветочки. Это незабудки или что-то типа гортензии. Смотрите, нам нужно сделать много вот таких вот заготовок. Сейчас начинаем вязание цветочка. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Огибаем так 2 пальчика. Продеваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. Колечко подтянуть, если нужно. Хвостик лежит параллельно колечку. Ныряем крючком в колечко, вытаскиваем нить, провязываем столбик без накида. Первый. Первую петельку можно отметить, чтобы ее потом не искать. Далее сюда же в колечко. Второй столбик без накида. Сюда же. Третий. Четвертый, пятый. Тянем за хвостик, уменьшая отверстие в самой серединке. И сейчас провязываем соединительный столбик в петельку, отмеченную маркером. За обе стеночки. Соединительный столбик. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. И провязываем столбик с 2 накидами вот в эту же петельку, откуда мы сейчас сделали вот эту воздушную цепочку. Продеваем вот сюда прям. Провязываем через 2 петли, через 2, через 2. И еще один столбик с 2 накидами. 2 накида в эту же петельку. Провязываем через 2 петли, через 2, через 2. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Провязываем соединительный столбик в следующую свободную петельку на кружочке. Вот она петелька, за обе стеночки, соединительный столбик. Тут же делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И провязываем в эту же петельку 2 столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида, провязываем в эту же петлю. Первый столбик с 2 накидами, 2 накида. И сюда же, в эту же петельку, второй столбик с 2 накидами. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Провязываем соединительный столбик в следующую свободную петельку. Провязали. Делаем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. В эту же петельку провязываем 2 столбика с 2 накидами. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Соединительный столбик в следующую свободную петельку. Далее делаем опять 4 воздушные петли. 2 столбика с 2 накидами в эту же петельку. 4 воздушные петли. Соединительный столбик в следующую свободную петельку. 4 воздушные петли, 2 столбика с 2 накидами в эту же петельку, 4 воздушные петли, соединительный столбик вот в оставшуюся последнюю петельку. Соединительный сделали, хвостик можно обрезать, вытаскиваем хвостик и вот с изнаночной стороны выводим его на изнанку, завязываем на несколько узелочков и обрезаем. Далее провязываем вот эту серединку, ее можно провязать одним из видов французских узелков. Заправляем ниточку нужного цвета в иголку. С изнаночной стороны заводим вот в самую серединку в колечко. Вытаскиваем чуть-чуть побольше. Оставляем ниточку и делаем таким образом. Делаем намотку на иголочку столько раз, сколько вам нужно вот конкретно для вашего цветочка. А если вы хотите побольше сердцевинку или поменьше иметь, смотрите, делаем таким образом обмотку. 1, 2, 3,
4. Вот у меня 4 витка. И потом иголочку просовываем в серединку обратно на изнанку. Придерживайте, чтобы эти все виточки не сползли никуда, не растянулись. Все. И вытаскиваем иголочку на изнанку. Таким образом, видите, получается вот такой узелочек прикольный. Так можно его приплюснуть. С изнанки вот эти два хвостика можно оставить подлиннее. Это нам будет потом удобно, когда мы будем обматывать вот эту вот тоненькую проволочку, чтобы ее было удобнее держать. Сейчас берем небольшой отрезок этой проволоки, складываем пополам и завязываем на узелочек. Так, здесь можно загнуть проволоку прямо у самой шляпки. Все, вот что у нас получилось. И сейчас будем делать обмотку. Берем ниточку, прикладываем. И как можно ближе к началу лепесточка здесь посередине сзади, вот так начинаем обмотку, чтобы у нас вот этот сам цветочек хорошо стоял, держал форму, так не наклонялся. Вот, и вот так, таким образом обматываем. Примерно 8-9 сантиметров вот здесь я делаю обмотку стебля, ниточку обрезаю. Здесь также можно закрепить. Лишнее обрезаем. Все, наша заготовка готова. И можно связать вот такие листики размером побольше и поменьше. Сейчас свяжем размер побольше. Так, набираем воздушную цепочку из 21 воздушной петли. Закрепительная петелька. Набираем 21 петельку. Во вторую петельку от крючка за заднюю стеночку продеваем крючок, вытаскиваем нить и тут же подкладываем проволоку. Провязываем столбик без накида. Следующую свободную петельку полустолбик с накидом, накид. В следующую петельку за заднюю стеночку полустолбик. Далее одинарных 14 столбиков с одним накидом. Далее провязываем 2 полустолбика с накидом одинарных. Первый накид, в следующую петельку второй. Далее провязываем в следующую петлю столбик без накида. И в самую последнюю петельку 3 столбика без накида. В одну петельку. Первый, сюда же. Второй. Можно так загибать уже, чтобы было удобно. И сюда же. Третий. Вот этот хвостик, как бы, чтобы он остался сзади. Далее по обратной стороне вяжем зеркально. В первую петельку за одну стеночку провязываем столбик без накида. Далее 2 одинарных полустолбика. Первый, второй. Далее 14 одинарных столбиков с одним накидом. Провязываем в следующую петельку полустолбик с накидом. И в следующую последнюю столбик без накида. Вот в эту вытянутую петельку можно провязать соединительный столбик. Далее вот эту ниточку продеваем к себе, на себя. В следующую вот эту петельку свободную продеваем крючок, продеваем нить. Далее вот эту рабочую нить уводим назад. И вот эти 2 петельки на крючке также уводим за проволоку. И там сзади провязываем столбик без накида. Обрезаем, вытягиваем хвостик, расправляем. И здесь также сделаем обмотку. И заправляем кончик между проволоками. И проволоку вот так закручиваем. Маленький листик вяжется абсолютно идентично, просто изначально мы набираем 16 воздушных петель на воздушную цепочку и точно так же провязываем столбик без накида, полустолбик с накидом, потом 9 одинарных столбиков с одним накидом, в конце 2 полустолбика с накидом, столбик без накида, верхнюю петельку 3 столбика без накидом, и здесь по обратной стороне аналогично, как и здесь. Смотрите, в зависимости от того, будет ли вот эта у вас связка вот этих цветочков в букете, либо у вас будет просто букет состоять только из этих цветов. Как вам надо, так их и укладывайте. Например, он у меня будет в букете, который как бы будет смотреть на меня лицом, то есть не сверху я на этот букет буду смотреть, а как бы с одной стороны. Поэтому я вот как бы вот таким каскадом укладываю цветочки. Также вот в этой связке смотрите сами, сколько вы хотите, чтобы было цветочков. Например, у меня, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на этом. Здесь у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цветочков. И начинаем сборку, берем вот эту нашу длинную проволоку и прикладываем вот таким образом цветочки. Вот так 2 цветока приложили, берем нашу пряжу обмотки стебля, и вот так можно пару мотков сделать и закрепить, чтобы это было удобно все, чтобы это все держалось. Наматывайте очень плотно, чтобы все потом не
развалилось. И прикладываем еще один с этой стороны, потом вот таким образом. Опять можно сделать обмотку. Закрепили. Вот так параллельно расправляйте, смотрите, как это будет смотреться. Далее следующие. И вот таким образом укладывайте в букетик. Когда соединили все цветочки, можно уже прикладывать листики. Берем один сначала, только сбоку прикладываем. Намотаем один разок. И второй. Все, и вот таким образом плотненько, без просветов, доматываем до нужной длины. Вот такая красота получилась. Не зря мы каждый цветочек сажали на проволоку. Можно вот таким образом их расправлять так, как вам нужно, чтобы они смотрели вверх, либо наоборот вот в сторону. В зависимости от того, какие у вас тона в букете, можно связать вот такое растение. Например, в моем случае это будет либо камыш, либо какие-то метелки, знаете, вот они такие, как свечки, либо это может быть лавандой, то есть просто вяжем все абсолютно то же самое, просто в лавандовых оттенках. Этот вариант я связала из Газал XL Baby Cotton 105 метров 50 грамм. Сейчас вторую я свяжу из просто Газал Baby Cotton в 50 граммах 165 метров, то есть она получится поменьше размером и потоньше. Я набираю воздушную цепочку из 100 воздушных петель. Делаем закрепительную петельку и провязываем. Неважно, это будет четное, нечетное количество петель. Далее ищем третью петельку от крючка. Вот она, первая, вторая, третья, за заднюю стеночку. Сейчас будем провязывать 3 столбика с одним накидом. Вот все в одну петельку. Делаем накид, провязываем за заднюю стеночку. Первый столбик с накидом. Накид сюда же, в эту же петельку. Второй столбик. Накид в эту же петельку, третий столбик. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязываем соединительный столбик в эту же петельку. Это у нас получилась такая верхушка. Провязываем соединительный столбик в следующую свободную петельку за заднюю стеночку. Делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем соединительный столбик в эту же петельку, откуда мы сейчас провязывали цепочку. Провязываем соединительный столбик в следующую свободную петельку. То есть сейчас прям идет все однотипное. Опять провязываем 6 воздушных петель. Соединительный столбик в эту же петельку. Опять соединительный столбик в следующую свободную петлю. 6 воздушных петель. Соединительная петелька в эту же петлю. Все, и таким образом мы делаем обвязку до конца нашей воздушной цепочки. Провязали всю воздушную цепочку, подобрались вот прям к самому началу, провязали в самую последнюю петлю. Здесь обрезаем, хвостик вытаскиваем. И сейчас нам нужно хорошо ее вот так вывернуть, чтобы она была, все вот эти завиточки были направлены в одну сторону. То есть, что получались вот такие ровные завиточки. Готово. Берем нашу длинную проволоку. И сейчас все это то же самое будем наматывать на эту проволоку. Закрепляем верхний кончик прямо вот в самую верхушку. Вот сюда. Здесь потом можно будет вот так закрепить пару раз этой же пряжей. И вот таким образом делаем намотку. Можно оставить вот таким образом, чтобы она была, либо вот так подтянуть, чтобы было как можно поплотнее эти завиточки друг к другу. Здесь, в принципе, даже закреплять на клей ничего не нужно. Просто вот этими хвостиками можно закрепить на несколько узелочков к проволоке. И если вы будете делать это в виде лаванды, я думаю, вот эту проволоку лучше будет обмотать в зеленый цвет. И потом, когда вы будете наматывать вот эти вот кудряшки, сквозь фиолетовые оттенки пряжи будет виднеться зеленый стебель. Мне кажется, это очень натурально будет выглядеть. Все готово. Вяжем ромашки. Нам нужно сделать несколько вот таких заготовок. Сейчас провязываем вот эту серединку желтенькую и заднюю часть. Вяжем 2 одинаковые детальки. Вот такие у нас получится. Сейчас вяжем точно такую же желтую. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Огибаем 2 пальчика. Вытаскиваем нить. Делаем закрепительную петельку. Подтягиваем. Хвостик лежит параллельно колечку. Провязываем в колечко. Вытаскиваем нить. Провязываем первый столбик без накида. Его отмечаем. Первую петельку, чтобы не забыть. Далее сюда же
второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. Сильно подтягиваем за колечко, чтобы здесь не оставалось отверстия. Но, в принципе, когда мы довяжем эту детальку, можно будет еще сильнее подтянуть. Далее в каждую образовавшуюся петельку в следующем ряду будем провязывать по 2 столбика без накида, то есть по одной прибавке. В петельку, отмеченную маркером, за обе стеночки провязываем первый столбик, первый отмечаем, и сюда же в эту же петельку второй столбик. Следующая петля, в него провязываем также 2 столбика, следующая петля 2 столбика, и так до конца ряда. В следующем ряду в каждую петельку провязываем просто по одному столбику без накида. В первую петельку, отмеченную маркером, провязываем первый столбик, отмечаем, следующая петелька одинарный столбик, следующая петелька одинарный столбик, и так провязываем до конца ряда. И провязываем соединительный столбик в петельку, отмеченную маркером. Закончили вязать детальку, отрезаем, вытаскиваем хвостик, и с изнаночной стороны в следующую петельку проводим крючок и вводим хвостик на изнанку. Вот этот хвостик в самой середине хорошенько подтянем, чтобы здесь не было отверстия. И получается вот такая заготовка. Зеленым цветом вяжем абсолютно идентично. Берем проволоку, складываем в 2 раза и сделаем вот такое закрепление. Просто берите какой-нибудь отрезок пряжи и вот так завяжите на самой верхушке 2 узелочка. Вставляем эту проволоку в серединку зеленой заготовки с изнанки наружу. Вот для этого мы завязали этот узелочек, чтобы проволока туда не выскочила. В принципе, вот это можно все не обрезать, это будет как наполнение цветочка. Далее сверху прикладываем желтую заготовку. И сейчас будем обвязывать по вот этим косичкам. Сейчас будем вязать лепесточки, чтобы было удобно. Можно, в принципе, вот так приплющить слегка, потом мы сделаем их объемными. Продеваем крючок в 2 желтые косички по краю за обе петельки. Здесь на зеленый то же самое. Вытаскиваем белую нить, делаем закрепительную петлю, подтягиваем, делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, делаем 2 накида и провязываем столбик с 2 накидами в эту же петельку. Вытаскиваем нить через 2 петли, через 2, через 2, делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, делаем соединительный столбик в следующую свободную петельку, то есть продеваем в желтую и в зеленую. Соединительный. То же самое сейчас будет повторяться, как вот первый лепесточек. Делаем 4 воздушные петли, 2 накида, и в эту же петельку провязываем столбик с 2 накидами. Через 2 петли, через 2, через 2. Опять 4 воздушные петли, соединительный столбик в следующую свободную петельку, желтую и зеленую. Соединительный. Опять 4 воздушные петли, 2 накида, в эту же петельку столбик с 2 накидами. Все, и таким образом провязываем до конца заготовки. И пока полностью не довязали цветочек, осталось маленькое отверстие, туда можно напихать каких-нибудь ниточек или наполнитель, что вам больше удобнее. Провязали последний столбик с 2 накидами, делаем 4 воздушные петли и подсоединяемся вот в самую последнюю петельку, которая осталась. Соединительный столбик, отрезаем, вытаскиваем хвостик, заправляем в иголку и выводим эти хвостики в серединку, туда-назад. Так, пару раз можно спрятать, обрезаем. Этот хвостик от начала вязания можно сделать точно так же. И берем пальчиками здесь сверху и снизу, и вот таким образом придаем объем. Продеваем пряжу вот сюда между проволоками. И вот таким образом ее закрепляем, чтобы пряжа не соскальзывала по проволоке во время скрутки. Хвостик вот этот можно подлиннее оставлять, чтобы нам также было удобно держать эту проволоку, потому что она очень тоненькая. Максимально близко к самому верху, вот таким образом делаем намотку. Провязали нужную длину, хвостик обрезаем, и можно заправить между 2 проволоками. Так, закручиваем.
Красиво будет, если будут сочетаться разные размеры цветочков. Вот этот цветок мы только что связали крючком номер 3. Вот этот цветок вяжем абсолютно идентично, просто берем крючок поменьше и вяжем потуже. И поэтому он получается поменьше размером. Можно еще связать вот такие не раскрывшиеся цветочки. Делаем кольцо амигуруми. Вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петлю. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в это колечко провязываем 9 столбиков с одним накидом. Делаем накид в кольцо. Продеваем крючок, вытаскиваем нить через 2 петли. Через 2 петли. Первый столбик с накидом, следующий. Второй. Третий. Вот это у нас лицевая сторона. Нам нужно сделать так, чтобы вот таким образом загнулась в чашечку. Поэтому придерживаем вот таким образом и тянем за хвостик. Сильно, туго, чтобы здесь не оставалось отверстий. И провязываем соединительный столбик в третью изначально набранную петельку. 1, 2, третья. Просто соединительный столбик. Ниточку обрезаем, вытаскиваем хвостик и выводим на изнанку. Берем зеленую пряжу и начинаем абсолютно с любого места делать обвязку. Продеваем за обе петельки, вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петлю, подтягиваем, делаем одну воздушную петельку. И сейчас будем провязывать в каждую петельку по краю просто полустолбики с накидом. Делаем накид, в следующую свободную петельку привязываем, вытаскиваем нить, через 3 петельки на крючке, одной рабочей нитью. Это полустолбик с накидом. Накид, следующая петля, полустолбик с накидом. И таким образом делаем обвязку по всему краю. Подошли к началу, провязали в самую последнюю петлю и делаем соединительный столбик. Ну вот во вторую петельку. Вот она первая, как бы закрепительная, вот вторая петля. И провязываем соединительный столбик. Подтянули. И сейчас в следующем ряду, также по всему краю, будем провязывать таким образом в одну петельку. Столбик без накида. Вот провязываем в следующую петельку. Столбик без накида. Следующая убавка будет, смотрите, каким образом делаем. Заводим крючок за переднюю стеночку петли и тут же заводим за переднюю стеночку петли у следующей петельки. Вот таким образом получается. Проводим нить через 2 петли. И теперь делаем столбик без накида. Это получилась убавка. Далее следующая свободная петелька. Проводим просто столбик без накида. Следующая опять убавка за переднюю стеночку. Далее за переднюю стеночку. Сначала через 2 петли и через 2 петли. И таким образом делаем по кругу до тех пор, пока вам будет удобно делать убавки. Не просто до начала ряда, а вот так прям по спирали вяжем, пока у нас не останется минимальное количество петель. То есть пока вам удобно будет делать убавки. Вот я довязала, мне больше неудобно делать крючком убавки. Сейчас я ниточку обрежу с запасом. Сейчас будем провязывать иголкой. Можно вытянуть петельки. Вот эти хвостики, которые остались, также их можно было бы не обрезать, а их можно оставить и спрятать вовнутрь. Это будет тоже как наполнение бутончика, чтобы он был объемный и держал форму. Заправляем хвостик в иголку. И сейчас по краю сводим на нет наше отверстие. Таким образом затягиваете посильнее. Можно вязать через одну петельку, чтобы побыстрее оно стянулось. Можно также задевать за только передние стеночки косички. И вот когда полностью затянули отверстие, можно вывести хвостик куда-нибудь вовнутрь, вот так несколько раз. Обрезаем. Берем проволоку, складываем пополам и продеваем в самый низ бутончика. Вот здесь задевая прям буквально пару петель. Выводим на середину таким образом. Далее берем пряжу, также заводим между проволоками. Закрепляем проволокой пряжу и делаем намотку. В конце закрепляем точно так же, как и в предыдущие разы, между проволочками и закрепляем. Вяжем листики, набираем воздушную цепочку из 15 воздушных петель, делаем закрепительную петлю и провязываем петли. Сейчас будем делать обвязку по первой и по второй стороне, просто столбики без накида в каждую петлю. Со второй петельки от крючка за заднюю стеночку продеваем крючок, вытаскиваем рабочую нить и прокладываем проволоку.
И довязываем столбик без накида. Проволока у нас внутри. Далее то же самое. Следующая свободная петелька за заднюю стеночку. Продеваем крючок, провязываем столбик без накида. Далее. И так провязываем до верха. Здесь оставили одну непровязанную петельку, в нее провязываем 3 столбика без накида в одну петельку. Продеваем крючок, провязываем первый столбик, сюда же второй. Можно вот так загнуть, чтобы было удобно. И в эту же петельку третий столбик. Далее по обратной стороне делаем все то же самое за оставшиеся петельки. Столбики без накида. Провязываем последнюю петельку. Вот в эту вытянутую петельку можно сделать соединительный столбик, ниточку рабочую на себя. Продеваем крючок, провязываем просто соединительный столбик. Далее в следующую цельную косичку продеваем крючок, также соединительный столбик. Далее делаем одну воздушную петлю, продеваем крючок вот в нижнюю петельку, в которую мы только что, откуда мы провязали воздушную петельку, продеваем крючок, 2 петли на крючке, в следующую свободную петельку продеваем крючок и все 3 петли на крючке одной рабочей нитью. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и продеваем крючок вот в эту петельку, она как бы с самого края слева. Продеваем вот таким образом и провязываем соединительный столбик. Подтянули. Далее в следующую свободную петельку соединительный столбик, 1 воздушная петля. И опять, смотрите, продеваем крючок в нижнюю петельку, из которой мы только что провязали. Вытаскиваем нить. В следующую свободную петлю продеваем крючок, вытаскиваем нить. Все 3 петли на крючке одной рабочей нитью. 2 петли подъема. Вот в эту петельку, которая с самого края слева. Продеваем, провязываем соединительный столбик. Соединительный столбик в следующую свободную петельку. 1 петля подъема. И опять повторяем то же самое в нижнюю петельку. Продеваем крючок, вытаскиваем нить. В следующую свободную петельку вытаскиваем нить через все 3 петли одной рабочей нитью. 2 воздушные петли. Опять вот в эту самую крайнюю слева петельку. Соединительный столбик. Все, и таким образом просто делаем обвязку вот прям в каждую петельку по этому краю. Встретимся здесь в конце. И в самом конце, как обычно, закрепляем в самую среднюю петельку, продеваем крючок, петля рабочая перед нами, продеваем нить через 2 петельки на крючке, вот так заводим назад и сзади соединяем. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем и таким образом наматываем. И закрепляем между 2 проволок. Чтобы связать листики разных размеров, просто набирайте на изначально набранную воздушную цепочку разное количество петель. Берем длинную проволоку и начинаем собирать. Все точно так же, как мы делали в предыдущих цветочках. Закрепляем сначала один цветочек, потом можно цветочек поменьше, листик. Далее, например, такой бутон. Если не хотите, чтобы здесь утолщался стебель за счет вот этих проволок и пряжи, просто ее можно все обрезать. В конце закрепляем клеем. Готово. Вяжем подсолнух, начинаем вязание с круга. Здесь я не буду подробно рассказывать, как мы вяжем круг, потому что видео получится, скорее всего, и так достаточно длинным. Вот в этом мастер-классе мы вязали круг в основе панамы, там я поподробнее об этом рассказала. Если кто вообще не понимает, как его вязать, переходите туда, смотрите. А сейчас я просто коротко показываю, как я вязала круг. В кольцо амигуруми волшебное кольцо либо скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида. Огибаем 2 пальчика, продеваем крючок, вытаскиваем нить, закрепительная петелька. Подтягиваем. Хвостик лежит параллельно колечку.
И в это колечко провязываем 6 столбиков без накида. Ныряем в колечко. Первый столбик. Кому нужно, первую петельку отмечаем. Далее в колечко. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Тянем за хвостик, так чтобы здесь стянулось отверстие посередине. Следующий ряд мы провязываем в каждую петельку, образовавшуюся по одной прибавке. Следующий ряд вяжем такую комбинацию. В одну петельку столбик без накида, в следующую петельку прибавка, то есть 2 столбика без накида, в следующее 1 столбик, в следующее 2. И так чередуем по всей окружности. В следующем ряду вяжем такую комбинацию. 2 одинарных столбика без накида, в следующую петельку прибавка, 2 одинарных, в следующую прибавку. Смотрите, у нас получается как бы шестиугольник. В принципе, в подсолнухе этого будет не видно, даже если мы сейчас не будем сглаживать эти уголочки. Но если кто хочет, также посмотрите в том мастер-классе с панамой. Я показала, что можно сделать, чтобы убрать, сгладить эти уголочки. Следующий ряд вяжем такую комбинацию. 3 столбика одинарных, прибавка, 3 одинарных, прибавка. Продолжаем вязание круга, но в этом и последующих рядах будем провязывать не за обе стеночки косички, как мы только что провязали весь этот круг, а за задние косички. Нам нужно сделать так, чтобы у нас оставались здесь на лицевой стороне вот эти передние косички, стеночки-косички. Следующий ряд у нас состоит из такой комбинации: 4 одинарных столбика, прибавка, 4 одинарных, прибавка. Всегда вяжем теперь за заднюю стеночку косички. Смотрите, вот у нас получились, здесь остались вот эти вот одна из стеночек косички. Далее следующий ряд вяжем такую комбинацию: 5 одинарных столбиков, прибавка, 5 одинарных, прибавка. Все точно так же делаем за заднюю стеночку косички. В следующем ряду провязываем такую комбинацию: 6 одинарных столбиков, прибавка, 6 одинарных, прибавка. Следующий ряд комбинация: 7 столбиков одинарных, прибавка, 7 одинарных, прибавка. И сейчас провязываем последний ряд, просто в каждую петельку по кругу провязываем столбик без накида за обе стеночки петли. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в петельку, отмеченную маркером, за обе стеночки. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем, и с изнаночной стороны, чтобы он нам не мешался, можно заправить. В петельку правее продеваем крючок, вытаскиваем хвостик. Здесь в перемычку вылазим в середину косички. И в нее выводим хвостик. Все, наш кружок готов. Сейчас будем вывязывать семечки. Смотрите, вот эта линия из оставшихся передних петелек от косичек получилась по спирали, потому что мы вяжем круг весь по спирали. И точно так же мы сейчас вот так прям начнем с самого начала и будем вот так безотрывно провязывать. Продеваем крючок в самую первую петельку. Продеваем рабочую нить, делаем закрепительную петлю. Этот хвостик потом просто выведем наизнанку. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И провязываем соединительный столбик в эту же петельку, в которую мы сейчас вводили крючок. Проводим крючок и делаем соединительную петельку. Пропускаем одну петельку. Вот, пропускаем одну петельку, вяжем в следующую. Просто соединительный столбик. Опять делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петельку соединительный столбик. Опять пропускаем одну петельку. Пропускаем, вяжем в следующую. Опять соединительный столбик. То есть все вот будет таким однотипным. Опять делаем 3 воздушные петли. В эту же петельку соединительный столбик. Пропускаем одну петельку, вяжем в следующую, соединительный столбик. Все, и таким образом по спирали провязываем. Нам нужно оставить один непровязанный виток. То есть, смотрите, у нас должен остаться один рядочек с вот этими вот петельками снаружи. То есть вот у нас здесь закончился вязание круга. И, соответственно, вот здесь мы должны провязать последний ряд вот этих вот семечек. И у нас останется один виток наших петелек. Когда провязали последнюю семечку, ниточку можно обрезать. Хвостик вытаскиваем и уводим наизнанку. Вот здесь привязали последнюю семечку, и вот прямо в следующую петельку заводим крючок, вытаскиваем, продеваем рабочую нить через нее, делаем закрепительную петельку, потом опять этот хвостик выводим наизнанку и закрепляем. Провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И со второй петельки от крючка за заднюю стеночку провязываем вниз 7 столбиков без накида. За заднюю стеночку провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый,
6 и 7. Здесь можно подтянуть. Это первая петелька не считается, в нее мы не провязываем. Пропускаем одну петельку, провязываем в следующую, просто соединительный столбик. Сразу же в следующую свободную провязываем соединительный столбик. Опять набираем 8 воздушных петель. Со второй петельки от крючка за заднюю стеночку провязываем вниз 7 столбиков без накида. Пропускаем одну петельку, вяжем в следующую соединительный столбик. Сразу же в следующую свободную провязываем соединительный столбик. Опять набираем 8 воздушных петель и провязываем таким образом до конца вот этой вот спиральки. Провязали один ряд вот этих наших лепесточков. Смотрите, когда подошли здесь к первому лепестку, здесь сделайте так, чтобы вот можно было соединиться от последнего вот прям к первому, чтобы нам ниточки не обрезать, а сразу же продолжить обвязку лепестков. Как-нибудь так, соединительным столбиком. Вот таким образом получилось. И сейчас будем делать обвязку каждого лепесточка, прям точно так же по кругу, и параллельно будем прикладывать проволоку. Смотрите, сейчас проводим крючок вот в эту петельку, она вот там внизу спрятана. Если вы сейчас не понимаете, в какую из этих петелек, сейчас, когда я покажу вам, какое количество провязывать вот по этой стороне, вы сможете легко рассчитать, понять, в какую из них нужно продевать крючок. То есть можете, например, отсюда сверху потом отсчитать вот это количество петель, которые я сейчас провяжу, и проводите крючок вот в нужную петельку. Проводим сюда, за заднюю как бы стеночку, выводим нить и прокладываем проволоку. Ее мы не нарезаем на кусочки, она у нас будет цельная на протяжении обвязки всех лепесточков. Она, в принципе, это достаточно удобно, она просто вот у меня лежит здесь в моточке слева. Все вот таким образом прикладываем проволоку и провязываем столбик без накида. Ее можно как-нибудь загнуть вовнутрь. Далее в следующую петельку провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид, продеваем крючок, вытаскиваем нить и провязываем полустолбик с накидом. Далее 3 одинарных столбика с накидом. Накид, следующая петелька, проволочка лежит параллельно нашему лепестку. Первый столбик с накидом, накид, следующая петля, второй, накид, третий, следующая петелька, полустолбик с накидом, следующая петелька, столбик без накида. Вот что получилось. Далее, смотрите, вот у нас вот эта как бы петелька, которая как бы смотрит вертикально. В нее вот так прям в серединку продеваем крючок. Таким образом провязываем столбик без накида. Здесь уже можно вот таким образом загнуть проволочку, чтобы было удобно. Делаем одну воздушную петлю, провязываем пико. Сейчас продеваем крючок вот за вот эти 2 петельки и провязываем соединительный столбик. Продеваем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Далее вот сразу же следующая видимая петелька. В нее провязываем столбик без накида. Далее полустолбик с накидом. 3 одинарных столбика с накидом. Далее полустолбик с накидом. И столбик без накида. Смотрите, что у нас здесь получилось. Осталась здесь вот эта петелька цельная, и вот это ровно посередине, как бы между вот этими лепесточками. Вот эту одну мы пропускаем, привязываем в эту среднюю, просто соединительный столбик. Точно так же захватывая проволоку. То есть проволока у нас лежит на протяжении всей обвязки. Соединительный столбик. Все, первый лепесточек закончили. Видите, теперь можно придавать ему любую форму. Далее проволоку можно вот так загнуть наверх. Делаем обвязку следующего лепесточка. Все то же самое. Смотрите, вот она, первая петелька, в которой мы должны провязать столбик без накида. Она вот как бы там внутри спрятана. Продеваем
крючок, привязываем столбик без накида, следующая петелька, полустолбик с накидом, 3 одинарных столбика с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида в последнюю петельку. Вот опять вертикальная петелька, проводим крючок вот как бы между ней и вот этой цельной петелькой, вот как бы вон туда, вовнутрь. Привязываем столбик без накида, воздушная петля, привязываем через 2 вот эти петельки нижние, как бы пико, соединительный столбик. Далее вот в эту следующую видимую петельку привязываем столбик без накида. По следующей стороне полустолбик с накидом, 3 одинарных столбика с накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот опять мы подошли здесь к низу. Вот она, наша одна петелька свободная. Вот она, вторая, ровно посередине между вот этих 2 лепестков. Одну мы первую пропускаем, сюда в серединку провязываем соединительный столбик. Также захватывая проволоку. Все, второй лепесточек готов. И по такому же подобию провязываем все лепесточки. Итак, вот что у нас получилось. Довязали последний лепесточек. И сейчас будем провязывать второй ряд вот по оставшемуся месту. Смотрите, я думаю, сейчас провязывать не очень будет удобно второй ряд, поэтому я проволоку здесь отрежу. Потом я просто ее подсоединю, когда мы будем обвязывать второй ряд. Вот так сейчас ее можно загнуть вовнутрь. И вот когда мы закончили последний лепесток, нам нужно подсоединиться. Вот, помните, мы вязали последний ряд, и вот нам нужно подсоединяться. И сейчас вывязывать новый ряд лепесточков за переднюю к нам косичку. Стеночку косички сейчас проводим назад крючок и подсоединяемся просто соединительным столбиком. Вот таким образом. И сейчас нам нужно провязать задний ряд лепесточков, а чтобы они были повыше, соответственно, сейчас набираем на лепесток 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем все то же самое, как и в первом ряду. Со второй петельки от крючка провязываем вниз 9 столбиков без накида. Пропускаем одну петельку, провязываем соединительный столбик за переднюю стеночку косички. Следующую петельку за переднюю стеночку провязываем соединительный столбик. То есть делаем все абсолютно то же самое. Этот весь ряд будем провязывать всегда за передние стеночки косички. Опять набираем 10 воздушных петель. Провязываем со второй петельки от крючка 9 столбиков без накида. Пропускаем одну петельку, провязываем следующую соединительный столбик за переднюю стеночку. Далее следующую петельку соединительный столбик, и все таким образом провязываем до конца. Я вывела 2 конца проволоки на изнанку и закрепила, чтобы мне было удобно. Вот довязали последний лепесточек. К этому первому лепесточку можно подобраться соединительными столбиками, если у вас осталось небольшое расстояние. Все, и начинаем обвязку. Продеваем крючок вот сюда, в самую первую петельку. Продеваем нить и прокладываем нашу проволоку. Делаем столбик без накида. Следующую петельку полустолбик с накидом. И здесь будет 5 одинарных столбиков с одним накидом. Полустолбик с накидом. Столбик без накида. Здесь верхушку провязываем аналогично, как и в предыдущем ряду. Столбик без накида по этой стороне в первую петельку. Потом полустолбик, 5 столбиков с одним накидом, полустолбик, столбик без накида. Потом пропускаем одну петельку, подсоединяемся в эту самую среднюю и таким образом провязываем второй ряд. Обвязали последний лепесток. Здесь ниточку можно обрезать. Хвостик вытаскиваем. Проволоку также обрезаем. Хвостик вытаскиваем сюда вовнутрь.
Проволоку также берем и выводим вовнутрь. И вот таким образом закрепляем. И расправляем все наши лепесточки. И вот такая красота получилась. Смотрите, серединку и семечки я вязала из Газал Baby Cotton в одну нить, а лепесточки из Yarn Jeans. А вот этот большой подсолнух я вязала круг из Газал XL Baby Cotton. Семечки я провязывала из Газал Baby Cotton маленький, который обычный. И лепесточки я провязывала в 2 нити Yarn Jeans. И когда я провязывала лепесточки, они получались большими, потому что в 2 нити им становилось тесно. Соответственно, я провязала только лишь один ряд этих лепесточков, и все. И таким образом я их, видите, уложила как бы в шахматном порядке. И второй ряд решила не провязывать. Вяжем заднюю часть подсолнуха. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Делаем закрепительную петельку. И провязываем столбики. Первый. Отмечаем. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Тянем за хвостик. Заужаем здесь отверстие. В первую петельку, отмеченную маркером, провязываем первый столбик без накида. Первую петельку отмечаем. И во все последующие петельки провязываем по одному столбику без накида. В следующем ряду провязываем то же самое. В первую петельку, отмеченную маркером, провязываем столбик, отмечаем. И во все последующие также провязываем по одному столбику без накида. Вот такая корзиночка у нас получилась. Сейчас выворачиваем ее на лицевую сторону. И с этого момента начинается схема вязания круга. То есть сейчас в этом следующем ряду провязываем в каждую петельку по прибавке, то есть по 2 столбика без накида. В следующем ряду провязываем комбинацию столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. В следующем ряду 2 столбика, прибавка, 2 прибавка. И таким образом доходим до той комбинации, когда мы провязываем в ряду 7 столбиков, прибавка, 7 столбиков, прибавка. Готово. И сейчас будем вязать вот эту ботву, которая сзади у нас находится. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. Провязываем в эту же петельку столбик с накидом первый. Накид в эту же петельку, второй столбик с накидом. Провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И провязываем пико вот за вот эти 2 петельки. Продеваем через 2 петли и провязываем соединительный столбик. И провязываем в эту же петельку еще 2 столбика с накидом. Первый. Накид, второй. Провязываем соединительный столбик в следующую свободную петельку за переднюю стеночку. То есть сейчас мы будем провязывать всегда за передние стенки косички, чтобы у нас остались задние стенки, чтобы мы потом могли сшить 2 детали, переднюю и заднюю. Провязали соединительный столбик, делаем петлю подъема. Делаем накид, пропускаем одну петельку здесь по краю, провязываем в следующую за переднюю стеночку. Первый столбик с накидом, накид сюда же, второй, 3 воздушные петли, провязываем вот за эти 2 стеночки петли, пико, соединительный столбик, и в эту же петельку провязываем еще 2 столбика с накидом. В следующую свободную петельку за переднюю стеночку соединительный столбик. Делаем накид, пропускаем одну петельку, провязываем следующую. Опять 2 столбика с накидом, пико, 2 столбика с накидом, и таким образом делаем обвязку по всему кругу. Когда провязали последний листик, сделали соединительную петельку и уводим ниточку назад. Я забыла, провязала первый листик, провязала за обе стеночки петли. Вы провязываете, как я и сказала, за переднюю стеночку. Вот тут у нас должны остаться вот эти вот петельки. И за одну из них нам нужно соединиться, подсоединиться просто соединительной петелькой. Ну, вот мне придется сейчас искать, куда продеть крючок. А так были бы здесь петельки просто в петлю. Просто провязываем соединительный столбик. И ниточка у нас оказалась сзади. Все, и сейчас будем сшивать эти 2 части. Вот у нас образовались здесь вот эти оставшиеся стеночки косичек на этой детали, на этой. Помните, мы также оставляли задние стеночки. И будем сейчас все это вместе сшивать. Здесь в кружочке такое же количество петель, как и здесь. Я продеваю крючок в любую петельку на подсолнухе.
Продеваю рабочую нить, и можно вот провязывать соединительные столбики. Подтягивайте, чтобы здесь не было большого расстояния. Вот продеваем в петли здесь и здесь. Оставляем небольшое отверстие, берем проволоку пожестче и сейчас складываем вот таким образом. Сначала вот так, загибаем и до середины также загибаем. То есть, чтобы вот сюда таким образом влезла вот эта вот заготовка. Вот таким образом. Сейчас продеваем с изнанки вот в это отверстие. Все, то есть вот эта плоская часть должна упираться в коричневую основу. И можно вот так сразу же взять и загнуть, как он у вас будет стоять в букетике. Далее запихиваем наполнитель и продолжаем пришивать. Обрезаем ниточку, хвостик вытаскиваем. Можно заправить кончик вовнутрь. И каким образом расправить вот эту ботву? Просто берем паром с утюгом, слегка можно подвигать. Вяжем листики, набираем цепочку из 21 воздушной петли. Закрепительная петелька. Набираем. В четвертую петельку от крючка за заднюю стеночку провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первая петля, вторая, третья, четвертая. Делаем 2 накида. Также за заднюю стеночку провязываем, вытаскиваем нить и прокладываем сразу же проволоку. Продеваем через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. Провязываем еще один столбик с 2 накидами. Через 2 петли, через 2, через 2. Далее провязываем 8 одинарных столбиков с 2 накидами. 2 накида, следующая свободная петелька, первый столбик с 2 накидами, 8. Далее провязываем 3 одинарных столбика с 1 накидом, накид, следующая свободная петелька, провязываем первый столбик, накид, следующая, второй, накид, следующая петелька, третий столбик с 1 накидом. Далее провязываем 3 одинарных полустолбика с накидом, накид, следующая петелька, первый полустолбик, накид, второй, накид, третий. Далее провязываем 2 одинарных столбика без накида, первый, следующая петелька, второй. В самую последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида. По обратной стороне вяжем зеркально, как и по первой стороне. Провязываем в первую петельку за одну стеночку 2 одинарных столбика без накида. Далее 3 одинарных полустолбика с накидом. Далее 3 столбика с 1 накидом одинарных. Далее 8 столбиков с 2 накидами. В последнюю петельку оставшуюся провязываем 2 столбика с 2 накидами в одну петлю. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Перемещаем рабочую нить на себя. И вот подсоединяемся вот прям в самую серединку. Просто соединительный столбик. Вяжем второй ряд. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью петельку, так, смотрите, 1, 2, третья, она вот прям перед столбиком первым. В третью петельку провязываем столбик без накида сначала. И сюда же полустолбик с накидом. Далее в следующую свободную петельку провязываем столбик с 1 накидом. И в эту же петельку столбик с 2 накидами. Далее провязываем 8 одинарных столбиков с 2 накидами. Далее 4 одинарных столбика с 1 накидом. Далее 3 одинарных полустолбика с накидом. Первый. Второй. Третий. 2 одинарных столбика без накида.
Первый, второй. 3 столбика без накида в самую вот эту верхнюю петельку. Первый, сюда же. Второй, сюда же. Третий. По обратной стороне вяжем зеркально, как и по первой стороне. Провязываем 2 одинарных столбика без накида. 3 полустолбика с накидом. 4 одинарных столбика с одним накидом. 8 одинарных столбиков с 2 накидами. В следующую петлю в одну 2 столбика с одним накидом. Первый, сюда же. Второй. В следующую петлю 2 полустолбика с накидом. Первый, сюда же. Второй. В следующую петлю 2 столбика без накида в одну петлю. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Подсоединяемся в самую серединку. Продеваем крючок, вытаскиваем нить и заводим рабочую нить за проволоку. Через 2 петельки на крючке одной рабочей нитью. Подтягиваем, обрезаем хвостик и обматываем. Закрепляем. И начинаем собирать. Здесь сзади можно поставить капельку клея, чтобы закрепить пряжу, чтобы она не соскальзывала. Берем листик, прикладываем и обматываем. Второй листик. Подсолнухи готовы. Далее можно сделать что-то типа веточки сухоцветов. Берем пряжу, которая при начесывании даст вот такой пушок. Обматываем вот так 2 пальчика несколько раз. Вставляем отрезок проволоки с одной стороны. Хорошо закрепляем. Обрезаем нить здесь. Вставляем с этой стороны проволоку. Также хорошо закрепляем. И обрезаем ровно пополам. Берем любую щеточку и вот таким образом начесываем, пока не появится пушок. И начинаем наматывать вот чуть выше вот этого края. Сделаем 2 оборота. И чтобы дальше при обмотке не соскальзывала ниточка, можно это все закрепить на клей. С одной стороны слегка и с другой. И продолжаем намотку. И здесь верхушку берем и подравниваем ножничками. И делаем сборку. Можно собирать на вот эту нашу проволоку длинную. Вот так наматываем пряжей, потом вот так один за другим. Вот таким образом. Либо просто берем, подсоединяем одну заготовку к другой, соединяем. И вот так прикладываем новые заготовки, цветочки. Готово. Вяжем веточку эвкалипта, начинаем с маленьких листиков. Кольцо амигуруми набираем 8 столбиков без накида. Огибаем 2 пальчика. Вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петлю. И в колечко набираем 8 столбиков без накида. Затянем за хвостик хорошенько. Провязываем соединительный столбик в самую первую петельку. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем. Протягиваем. Этот хвостик в серединке можно отрезать. Для следующего размера листика набираем точно так же 8 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Далее в следующем ряду будем просто делать по одному столбику без накида в образовавшуюся петельку. То есть провяжем также 8 столбиков без накида. Вот в самую первую петельку, которую я отметила маркером, провязываем первый столбик без накида. Просто для удобства можно отметить первую петлю. Далее следующая петелька, столбик без накида. И так в каждую петлю провязываем до конца ряда. В петельку, отмеченную маркером, провязываем соединительный столбик.
Ниточку обрезаем, подтягиваем. Серединку также можно затянуть, чтобы здесь не было отверстия в серединке. И обрезаем. Следующий размер листика. Набираем в кольцо амигуруми уже 9 столбиков без накида. Далее второй ряд в петельку, отмеченную маркером, провязываем 1 столбик без накида. Отмечаем просто для удобства. В следующую петельку прибавка, то есть 2 столбика без накида. И так чередуем до конца кружочка. В одну петельку 1 столбик без накида, во вторую 2, 1, 2. В петлю, отмеченную маркером, провязываем соединительный столбик. Обрезаем, вытаскиваем хвостик, серединку затягиваем. Для следующего размера листика набираем в колечко 9 столбиков без накида. Далее второй ряд будем провязывать с проволокой. Точно так же будем делать в одну петельку 1 столбик без накида, во вторую прибавку 1 прибавка. В первую петельку, отмеченную маркером, продеваем крючок, вытаскиваем ниточку и прокладываем проволоку. Провязываем столбик без накида, можно отметить. В следующую петельку прибавка. В следующую 1, в следующую 2 и так до конца. Перемещаем рабочую ниточку на себя, в петельку, отмеченную маркером, проводим крючок, вытаскиваем рабочую нить. И заводим ниточку слева. И вот эти 2 петельки на крючке справа. И сзади соединяем столбик без накида. Обрезаем. Можно сделать чуть-чуть, несколько виточков намотки. И закрепляем между проволоками. Для следующего листика набираем в кольцо 8 столбиков без накида. Далее в первую петельку, отмеченную маркером, проводим крючок. Вытаскиваем нить и прокладываем проволоку. Провязываем столбик без накида и делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И будем сейчас делать обвязку столбиком с одним накидом. Будем чередовать в одну петельку 1 столбик, а во вторую 2, 1, 2, 1, 2. В следующую свободную петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый накид сюда же, в эту же петлю. Второй. В следующую свободную петельку провязываем 1 столбик с одним накидом. В следующую 2. И так чередуем до конца. В конце делаем одну воздушную петельку, ниточку перемещаем на себя. И вот в самую первую петельку изначально набранной косички продеваем крючок, вытаскиваем нить и закрепляем сзади, как обычно. Для следующего размера листика набираем в колечко 10 столбиков без накида и делаем все то же самое, как на предыдущем. Продеваем крючок в петельку, отмеченную маркером, вытаскиваем нить и прокладываем проволоку. 2 воздушные петли. И точно так же делаем 2 столбика с одним накидом в одну петлю, в следующую 1, 2, 1. И так чередуем до конца. Для следующего листика набираем 11 столбиков без накида в колечко. И делаем все абсолютно то же самое, как с предыдущими 2 листиками. И начинаем сборку. Берем длинную проволоку. Сейчас нам нужно здесь сверху сделать небольшую намотку, чтобы была красивая верхушка у веточки. И вот таким образом нужно загнуть дугой. Таким образом. И сейчас уже будем подсоединять листики. Делайте так, чтобы вот эта лицевая сторона смотрела вниз. Готово. Расправляем листики так, чтобы они смотрели наверх. И если, к примеру, вам нужно удлинить стебель, просто берем другую проволоку и закрепляем их вместе. Вяжем розочку. Для начала свяжем большие лепесточки. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Делаем закрепительную петельку и провязываем столбики. Первый отмечаем. Сюда же. Второй, третий, четвертый, пятый. Колечко затягиваем. И сейчас будет далее вязание круга, точно так же, как мы вязали в подсолнухе. И заканчиваем вязание кружочка на той комбинации, когда у нас 5 одинарных столбиков, прибавка, 5 одинарных столбиков, прибавка.
Провязали круг. И со следующего ряда будем провязывать определенную комбинацию столбиков. Записывайте, чтобы вам было удобнее. Потому что в следующем лепесточке размером поменьше будет похожая комбинация столбиков. Там я вам не буду объяснять, как это будем вязать. Просто я вам покажу, какое количество столбиков мы будем вязать. На первом я вам показываю подробно. Провязываем следующий ряд. Нам нужно провязать 6 одинарных столбиков без накида. Петельку, отмеченную маркером, провязываем первый столбик. Отмечаем первую петлю. Следующая петелька свободная, второй столбик, следующая петля, третий, следующая четвертый, пятый, шестой. Далее в следующую свободную петельку провязываем 2 полустолбика с накидом, то есть прибавку из полустолбиков с накидом. Делаем накид, проводим крючок в петельку, вытаскиваем нить через 3 петли на крючке одной рабочей нитью, делаем накид и в эту же петельку еще один полустолбик. Далее провязываем 6 одинарных полустолбиков с накидом. Накид в следующую свободную петлю, первый полустолбик с накидом, накид в следующую петельку, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И сейчас нам эту комбинацию нужно повторить еще 2 раза, то есть вот эту прибавку из полустолбиков 2 и 6 одинарных, то есть сейчас провязываем еще раз прибавку из 2 полустолбиков в следующую петельку, первый, второй, 6 одинарных полустолбиков. И делаем еще раз эту комбинацию. В следующую петельку провязываем прибавку из 2 полустолбиков. Первая, сюда же, вторая. И провязываем до конца ряда просто 7 столбиков без накида. Начинаем следующий ряд, провязываем 7 одинарных полустолбиков с накидом. Первый полустолбик в первую петельку, отмеченную маркером. Первый. Далее следующая петля, второй. Третий и 7. Далее провязываем 13 петель по 2 столбика с накидом. То есть делаем прибавку в каждую петельку по 2 столбика с накидом. Делаем накид в следующую петельку свободную. Провязываем первый столбик с накидом, накид в эту же петельку, столбик с накидом. И точно так же проделываем еще с 12 петельками. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И продеваем пико соединительным столбиком вот эти 2 петельки. Соединительный столбик. Далее со следующей свободной петельки провязываем опять 13 петель по 2 столбика с одним накидом. И до конца ряда провязываем оставшиеся петельки одинарными полустолбиками с накидом. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. В петельку, отмеченную маркером, провязываем 2 столбика с одним накидом, то есть прибавку. Первый, сюда же, второй. И в следующую свободную петельку провязываем 1 столбик с одним накидом. Делаем закрепительную петельку, обрезаем. Здесь в середине отрезаем. И таких лепестков нам нужно провязать 5. Для лепестка среднего размера провязываем тоже кружочек, но останавливаемся на той комбинации, когда у нас в ряду получается 4 одинарных столбика, прибавка, 4 столбика, прибавка. Далее провязываем 5 одинарных столбиков без накида. Далее эту комбинацию, которую мы повторим 4 раза, в одну петельку 2 полустолбика с накидом. И 4 одинарных полустолбика с накидом. И повторяем это еще 3 раза. И в конце провязываем оставшиеся петельки, просто столбики без накида. Следующий ряд провязываем 8 одинарных полустолбиков с накидом. Далее 10 прибавок по 2 столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли, провязываем пико. И со следующей свободной петельки также 10 прибавок с столбиками с одним накидом. И оставшиеся петли провязываем одинарными полустолбиками с накидом до конца. Делаем 2 воздушные петли, в петлю, отмеченную маркером, 2 столбика с накидом. И в следующую петельку 1 столбик с накидом. Закрепительная петля, нить обрезаем. Вяжем в количестве 4 штуки. Вяжем самый маленький лепесток, останавливаем вязание круга на комбинации 3 одинарных столбика, прибавка, 3 одинарных, прибавка. Далее провязываем 5 одинарных столбиков без накида. Первый, отмечаем. Второй,
третий, четвертый, пятый. И далее будет комбинация, которая будет повторяться почти до конца круга. И чтобы не считать эти столбики, мы можем упростить себе задачу. Сейчас вот от маркера, и теперь по этой стороне отсчитаем такое же количество петель, сколько мы сейчас провязали. 5 столбиков. Вот она, первая свободная петля, вторая, третья, четвертая, пятая. Вяжем до этого маркера. Такая комбинация будет повторяться. Сейчас делаем прибавку в одну петельку из полустолбиков с накидом. Первый накид сюда же, второй. И провязываем 2 одинарных полустолбика с накидом. Первый накид, следующая петелька, второй. И повторяем эту комбинацию. Прибавка 2 одинарных, прибавка 2 одинарных до маркера. И от маркера провязываем просто столбики без накида. Далее провязываем 8 одинарных столбиков без накида. 8. И точно так же можно обозначить по этой стороне 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И от крючка и до этого маркера провязываем в каждую петельку по 2 столбика с одним накидом. И от этого маркера провязываем до конца просто столбики без накида. Делаем 2 воздушные петли, провязываем 2 столбика с накидом в петлю, отмеченную маркером. И в следующую петельку просто столбик с одним накидом. Закрепительная петля, обрезаем. Таких лепестков провязываем 4 штуки. Далее вяжем заднюю часть, которая держит все лепесточки. Я буду вязать в 2 нити, потому что когда мы будем соединять все эти лепестки между собой, здесь образуется такое достаточно большое место, поэтому в одну нить будет слишком маленькая эта чашечка. Лучше вязать в 2. Набираем в кольцо 5 столбиков без накида и провязываем до той комбинации, когда у нас будет в ряде 2 одинарных столбика прибавка, 2 одинарных столбика прибавка. Готово. И сейчас нам нужно провязать просто 2 ряда в каждую петельку по столбику без накида, чтобы у нас получилась вот такая чашечка, завернулась в корзиночку. В каждую петельку провязываем столбик без накида. И провязываем второй ряд, тоже просто столбики без накида в каждую петлю. Далее автоматически будем вывязывать листики. А в принципе здесь можно вязать и в одну ниточку, чтобы эти листики были не такие толстенькие. Нить одну можно обрезать. Провязываем 4 одинарных столбика без накида в первую петельку, отмеченную маркером. Первый столбик, отмечаем его. Далее второй, третий, четвертый. Петля подъема, разворачиваем. Далее со второй петельки от крючка, первая, вот она вторая, провязываем прибавку. Столбик без накида. Первый. Первую петельку отмечаем. И сюда же второй столбик. Далее просто столбик без накида. Следующая петелька опять прибавка. Следующая петелька, отмеченная маркером, просто столбик без накида. Петля подъема, разворот. Далее провязываем со второй петельки от крючка в каждую петельку просто столбик без накида. Первая, вторая. За обе стеночки вяжем всегда. Первую отмечаем, провязываем до маркера, в маркер провязываем столбик без накида, петля подъема, разворачиваем и повторяем этот ряд со второй петли от крючка, привязываем до конца ряда просто в каждую петельку столбики без накида. Петля подъема, разворачиваем. Далее сразу же делаем убавку. Во вторую петельку от крючка проводим крючок, вытаскиваем нить, оставляем на крючке, проводим крючок в следующую петлю, выводим. Все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Это убавка. Эту петлю отмечаем. Провязываем 4 одинарных столбика без накида. Петля подъема, разворот. Сразу же делаем убавку. Эту петлю отмечаем. И провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Петля подъема, разворот. Сразу же делаем убавку. Провязываем 2 столбика без накида. Петля подъема, разворот. Делаем убавку.
И один столбик без накида провязываем петлю, отмеченную маркером. Петля подъема, разворот. Со второй петельки от крючка провязываем первый столбик без накида и второй. Петля подъема, разворот. И делаем убавку из вот этих оставшихся двух петелек. Убавка, петля подъема, разворот. И в эту одну оставшуюся петельку провязываем полустолбик с накидом. Накид в петельку. И через все 3 петельки на крючке рабочей нитью закрепляем. Ниточку обрезаем. Вот так подтянуть, чтобы здесь образовался острый уголок. И выводим наизнанку и закрепляем. Вяжем следующий листик. Продеваем крючок вот в эту петельку, из которой торчит вот этот первый ряд листика предыдущего. Выводим нить. Делаем закрепительную петельку. Подтягиваем. Проводим крючок в следующую свободную петельку. И провязываем 4 столбика без накида. Точно так же, как мы провязывали здесь по первому. Второй. Третий. Четвертый. И сейчас провязываем абсолютно идентично, как этот листик. Далее, следующий, когда лист будем вязать, опять продеваем крючок, вытаскиваем нить вот в эту петельку, делаем закрепительную петлю, опять провязываем 4 одинарных столбика без накида и таким образом провязываем всю нашу чашечку. Готово, должно получиться 5 листиков. И начинаем собирать. Хорошо, если будет толстенькая проволока, как вот, например, в подсолнухе. Она у меня закончилась, поэтому я беру 2 вот этих длинных. И также для удобства, чтобы это все было удобно держать, потому что эти тоненькие проволоки не очень будет удобно. Просто вот так можно в 2 нити сделать намотку на кончике. И начинаем прикладывать лепесточки. Самый первый лепесток. Сильно нужно его закрутить. Вот таким образом, чтобы он был. Поэтому ставим точки клея в нужных местах. Продолжаем приклеивать все последующие. Смотрите, здесь на стыке прикладываем серединку этого лепесточка. Сами посмотрите несколько вариантов до склеивания, как вам больше нравится. Готово. Сейчас вот эти ниточки можно завязать, обмотать вокруг проволоки, чтобы не мешались. И продеваем нашу проволоку вот сюда. Вот так хорошенько подтянуть к самому началу цветочка. И точно так же закрепляем на клей. Можно отогнуть на такой угол, как он у вас будет стоять в букете. Вяжем листики, набираем воздушную цепочку из 12 петель. Закрепительная петля. Продеваем крючок во вторую петлю от крючка, вытаскиваем нить, накладываем проволоку. Провязываем столбик без накида. В следующую петельку столбик с одним накидом. Делаем накид. Проводим крючок, провязываем столбик. Далее провязываем 2 столбика одинарных с 2 накидами. 2 накида. Следующая петелька. Первый столбик с 2 накидами. 2 накида в следующую петлю. Второй столбик с 2 накидами. Далее 2 одинарных столбика с 3 накидами. Делаем 3 накида. Проводим крючок в следующую петлю свободную. Провязываем первый столбик с 3 накидами. 3 накида. В следующую свободную петельку. Второй столбик с 3 накидами. Далее 2 одинарных столбика с 2 накидами. Первый.
второй. Далее один столбик с одним накидом. Далее полустолбик с накидом. И в самую последнюю петельку 3 столбика без накида. По обратной стороне вяжем зеркально. Провязываем полустолбик с накидом, столбик с накидом, 2 одинарных столбика с 2 накидами, первый, второй, 2 одинарных столбика с 3 накидами, первый, второй, 2 одинарных столбика с 2 накидами, первый, второй, столбик с одним накидом, и в последнюю петельку столбик без накида. Ниточку рабочую к себе, вот в эту вертикальную перемычку продеваем крючок, вытаскиваем нить и соединяем сзади. Обрезаем. И здесь можно обмотать проволоку. И собираем 3 листика между собой. И начинаем собирать. У меня закончился цвет пряжи моей зелени. Я буду обматывать другим цветом. Это, в принципе, ничего страшного, потому что зелень вся будет спрятана внутри букетика. Но если у вас она будет на видном месте, конечно, лучше все это делать одним цветом, чтобы было красиво. Закрепляем ниточку. И начинаем обматывать и подсоединяем наши листики в нужном месте. Готово. Если хотите, здесь, в принципе, можно по всему стеблю сделать такие листочки. И когда все готово, собираем все в единый букет. Если не умеете собирать красивые композиции, посмотрите обучающие ролики на YouTube, их очень много. Можно собирать как в красивой упаковке, так и без нее, так что выбирайте любой вариант. Для удобства, чтобы букет не распадался, я воткнула все стебли в пеноплекс, можно использовать пенопласт. Потом можно задекорировать вот такой веревкой, либо атласными лентами. Наш букетик полностью готов. Попробуйте обязательно связать себе, либо кому-нибудь в подарок. Я уверена, что получатель будет в восторге. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!